Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Ducati Multistrada V4S. Вы, наверное, заметили громкий заголовок у ролика. Чтобы его с уверенностью записать, мне потребовалось протестировать всех конкурентов на всякий случай. Заголовок с небольшим отрывом победил у таких: самый опасный турендуро, самый мощный турендуро и вариация о том, как я объездил итальян. Смысл фразы «самый опасный» по ходу пьесы расскажу. Что мотоцикл классный, показывает хотя бы тот факт, что через несколько месяцев взял вторую Multistrada V4 по горам поездить, хотя у меня уже было полное мнение о мотоцикле и футажи для ролика. Просто захотелось провести свободный день с мультиком. Для меня это самый лучший турендуро в 1200 классе, но я не стал называть ролик «Лучший большой турендуро» только по той причине, что существует KTM Super Adventure, который для многих людей будет лучшим из-за взрывного характера и внедорожных возможностей. Остальные конкуренты на пару шагов позади. Внешне Multistrada V4 похожа на предыдущие, но не дайте себя обмануть, ее разработали с нуля, причем запихали кучу всего, чего никто до Ducati с турендуро не делал, и переступили через традиции марки, о которых с придыханием говорили поклонники. Например, выкинули традиционную птичью клетку, которая была визитной карточкой Ducati. Точнее, кусочек оставили в виде подрамника, чтобы никто не догадался. Еще из таких обманок серые накладки по бокам. На 1260 Enduro это был чистый алюминий, на V4 подделка. Зачем? Потому что лакированный пластик менее капризный в мойке. Сейчас в передней части рама монокок, которую опробовали раньше на Panigale. Тут важный момент. У Multistrada за основу взят супербайк Panigale V4, один из самых быстрых серийных спортбайков в мире, например. Такой же подход из актуальных мотоциклов US 1000XR, но вообще это исключение из правил. Конечно, для Multistrada и геометрия переделывалась, и двигатель, но хвосты вылезают. Монокок считается самой сложной и дорогой в производстве рамой мотоцикла на сегодняшний день, использующейся только на кипербайках и иногда на премиальных супербайках. Турендуро точно с монококом раньше никто не делал. Лучшей аналогии для монокока, чем яйцо, человечество не придумало, хотя при взгляде на реализацию рамы Ducati яйцами не пахнет. Просто при слове «яйцо» понятно, о чем речь. Легкая скорлупа и стабильность формы, за что на гипербайках она и прижилась, хотя и не вытеснила привычную диагональную раму. Считается, что у монокока самое лучшее соотношение максимальной жесткости и минимального веса. В реальности все зависит от конкретной реализации. Если бы у какой-то рамы было значительное преимущество, все крупные производители перешли бы на нее. Но сам факт того, что Ducati экспериментирует и пытается улучшить конструкцию, вызывает уважение. Второе разрушение традиции Ducati – двигатель. Из названия понятно, что это V4, но суть даже не в количестве цилиндров, а в том, что внезапно избавились от священной коровы – десмодроме, который требовал более частого и дорогого обслуживания по регулировке клапанов и усложнял двигатель. Чтобы закрепить позицию, Ducati заявляет необходимость регулировать клапана раз в 60 тысяч километров, замену масла раз в 2 года или 15 тысяч километров, при этом гарантия 4 года даже в России. На первых V4 Ducati использовала 2 поставщиков направляющих клапанов, и один из них облажался, что вылилось в маленькую отзывную кампанию. 60 купленных мотоциклов в Северной Америке, 11 в Австралии и так далее. Отзывная кампания интересна последствиями. У таких аппаратов полностью меняется двигатель на новый, предоставляется 2 года бесплатного планового обслуживания, бесплатный радар – это где-то $1000, а также купон на аксессуары и одежду Ducati на $1500. Лично я не против оказаться таким покупателем-неудачником. Про двигатель есть что рассказать. Во-первых, он очень легкий для своего объема, всего 67 кг, еще легче, чем у 1260. Хотя очевидно, что 1260 тоже не чугунный был, раз это был самый легкий мотоцикл в классе. Двигатель по характеру стал более спортивным. Глядя на график крутящего момента, можно заметить, что динамика не похожа ни на один турендуро, и нам подсовывают практически спортбайк. Если сравнивать с донором Panigale V4, там другой двигатель с мякоткой от 10 тысяч оборотов. Multistrada попытались сделать менее оборотистой. На этом моменте владельцы какого-нибудь Super Tenere должны поперхнуться.
Так, для примера, Super Tenere, Cross Tourer и Tiger едут на 1700 оборотах без сцепления. На Cross Tourer автомат в городском режиме на 2000 оборотах переключается на повышенную передачу, а Multistrada V4 начинает ехать где-то с 3000, но лучше с 5000, а то, ради чего покупают Multistrada, начинается на 8000. Даже по сравнению с предыдущими моделями Multistrada, динамика чуть ближе к верху. И нет, 4 цилиндра тут ни при чем. На Cross Tourer тоже стоит V4, и это вполне себе низкооборотистый двигатель с пиковым крутящим моментом на 5400 оборотах. Сравните, например, с двухцилиндровыми Multistrada 1200-1260, было бы желание у инженеров. В мой шаблон графика мощности Multistrada V4 не влезает, у нее пик за границами. Динамика интересная, быстрый, но очень ровный набор скорости без каких-то точек взрыва, которые есть у большинства. Наиболее близкая ассоциация – компьютерные игры. Мотоцикл чертовски быстро разгоняется, но этого не почувствовать, он гладкий и синтетический. У меня были опасения, что в городе это все будет уныло из-за отсутствия низов, но оказалось неплохо. Во-первых, у мотоцикла тяги достаточно, чтобы комфортно грести с нуля в городе. От 3000 оборотов уже что-то есть, и я не испытывал дискомфорта, хотя не люблю высокооборотистые моторы. Во-вторых, есть помощь при старте. Когда сцепление отпускаешь, электроника слегка добавляет оборотов, можно стартовать без газа. На небольших оборотах нет захлебывания с желанием быстрее прощелкать вниз пару передач. Еще из любопытного, на холостых оборотах 2 цилиндра отключаются, в основном ради охлаждения и снижения расхода. Фактически стартуешь на V-Twin. Реализовано подключение 2 цилиндров великолепно. Слегка касаешься ручки, быстро, но плавно включаются в работу все 4 цилиндра. Если не знать, никогда сам не почувствуешь, разве что по звуку. Звук двойной. На холостых звучит как V-Twin, даже с привкусом старых сухих Ducati. На средних и высоких оборотах звук раскрывается, необычный. Звук в меру тихий и в путешествиях не напрягает, большего я не жду. Обратите внимание, какой компактный глушитель, несмотря на 5 евро. Привет КТМ, объясняющий свою базуку нормами. Что мне очень понравилось по сравнению с прошлыми мультистрадами, вибраций на руле практически нет. На подножках ближе к 7 начинается зуд, но терпимый. Если брать волчий магистральный норматив 130 км в час на 6-й передаче, у Ducati это где-то 5200 оборотов. Это уровень вибраций японцев, не придраться. Не просто из-за того, что диаметр цилиндров и ход меньше, явно тут больше инженерных решений. Не думал, что доживу до момента, когда Ducati начнет думать о комфорте пилота. Volkswagen на них хорошо влияет. В отличие от 1260, никаких дерганий при закрытии газа нет. Тоже добавляет комфорта в долгих поездках, особенно с пассажиром. Что не понравилось? Двигатель довольно горячий в городе. Ногами это не сильно ощущается, но вентилятор чаще работает, чем нет. Я даже облет мотоцикла ни разу не смог нормально снять. Вентилятор секунд через 20 включался. С поправкой на испанский климат, но у того же КТМ меньше шума. Чтобы насладиться чистым звуком мотора Ducati в городе, надо куда-нибудь в Якутск переехать. Справедливости ради, большинство 1200-ок жаркие. В городе в шортиках на них не так здорово ездить, как на холодных среднекубатурниках. Это правило всех больших мотоциклов с очень редкими исключениями. Квикшифтер на этой модели великолепный, быстро и легко отщелкивает передачи во всем рабочем диапазоне оборотов. До 2021 года лучший квикшифтер на Tour Enduro, наверное, был у Большого Тигра. В этом году внезапно у многих слонов квикшифтеры замечательные, и какой из них лучший – дело вкуса, кому как нравится лапку нажимать, какую реакцию чувствовать. Переключение на Ducati именно своей спортивной мгновенностью радует, сплошное наслаждение. Это был пролог. Сейчас о том, почему я люблю этот мотоцикл и считаю его уникальным. При езде на Multistrada V4 у меня впервые на неспортивном мотоцикле возникло ощущение, что его не просто варили в гараже, а сначала месяцами моделировали на компьютере, затем месяцами насиловали в аэротрубе.
Как утверждают, активно занималось этим гоночное подразделение Ducati Corse, которое, к слову, выиграло последний кубок конструкторов MotoGP. И вот это ощущение смоделированной аэродинамики на тур-эндуро впервые не с чем даже сравнить. Аэродинамика здесь дорабатывалась не в том ключе, чтобы выжать максимум скорости. Задача в достижении максимального комфорта в рамках класса. Если стандартными категориями ветрозащиты описывать, даже не понять, чем я так восторгаюсь. В колени слегка поддувает. Из-за стандартного стекла при росте 188 см в шлем ветра доходит примерно столько же, сколько от стокового большого тигра. Фишка в том, как мотоцикл встраивается в поток. Основной поток ветра огибает пилота так, что у меня впервые на тур-эндуро отсутствует свист ветра в шлеме. Ну и шлем, естественно, не трясет. Да, для моего роста все равно хочется туринговое стекло, иначе на визоре многовато мошек, но с точки зрения акустического комфорта и вибраций на шлеме я никогда не ездил на более комфортном мотоцикле. Даже с моим ростом можно ездить просто в очках с открытым визором хоть 180. Я часто забывал, еду просто в очках или с закрытым визором. Все, разумеется, замечают у мотоцикла винглеты по бокам. Это единственный тур-эндуро, у которого они есть. Гусеводы со своими оппозитными винглетами могут ворчать, но с точки зрения нормальных людей Ducati впервые начали массово использовать винглеты. Сначала в 2010 году появились на гоночных мотоциклах. Сейчас Ducati упоролись настолько, что поставили винглеты и на Naked Street Fighter. На берегу. Винглеты выпирают, при первом же падении оторвет. Расходимся, это не конкурент Африки для бродов. Как с квадрокоптерами, надо в комплекте сразу несколько запасных винглетов прикладывать. Из итальянского. Оригинальные дуги, закрывающие винглеты, сделаны асимметрично. По ширине винглеты защищают, но с одной стороны дуги ниже винглета, с другой выше. Если соберетесь падать, лучше падайте на левый бок. К сожалению, оба мотоцикла у меня на тесте были без дуг. Мне очень интересно, насколько ухудшается с ними аэродинамика. Винглеты работают на скорости, стабилизируют мотоцикл и прижимают переднее колесо к асфальту. Когда привыкаешь, не понимаешь, как человечество без них обходилось тысячи лет. Думаю, не все вообще понимают, о чем идет речь, потому что не всем мотоциклам оно нужно, тем более тур-эндуро. При сильном ускорении или просто на скоростях где-нибудь от 150 км в час у многих мотоциклов на переднем колесе сцепление с асфальтом слабенькое, начинает колесо гулять. Ехать по трассе можно, но вот ощущение, что мотоцикл как нож масла пронизывает воздух, пропадает. Мультистрада как бы подчиняет воздушный поток, пропуская его через боковые дефлекторы, стремясь к прямолинейности. У мотоцикла есть небольшой эффект залипания на одном курсе, и чем быстрее едешь, тем больше этот эффект выражен. Чтобы изменить траекторию, нужно как бы сорвать с колеи. Конечно, аэродинамика работает в комплексе. У новой мультистрады форма в целом сильно изменилась по сравнению с прошлыми поколениями, и центр тяжести уехал вперед и вниз. Он и без винглетов устойчивый большинства мотоциклов. Если поставить на Альфу обрезки кабель-каналов, Ducati не получится. За 180 км в час чудес не ждите. В некоторых комбинациях переднее колесо будет слегка рыскать. Все-таки это тур-эндуро со здоровым стеклом, защитой рук и вертикальной посадкой. Например, с центральным кофром у меня появилось легкое повиливание, без кофра его не было. Новый КТМ может быть стабильнее за 200 км в час, но лично мне без разницы, я никогда на таких скоростях не езжу, а до 170 ничего круче мультистрады нет. Теперь о тезисе «самый опасный тур-эндуро». Нет, не потому что самый мощный. Это правда, но разница с заявленной мощностью КТМ всего 6%. Кстати, меня почти под каждым роликом пытаются поправить, что на графиках мощности цифры неправильные. Просто 170 лошадиных сил — это кони в вакууме, максимальная мощность на валу. А в моих графиках данные по мощности и крутящему моменту с колеса. Эти данные интереснее, потому что учитывают потери от привода, колеса, демпферов и даже электроники. Все же знают, что кардан съедает 33% мощности, и интересно сравнить цепные модели с карданными по факту. Единственный значительный нюанс бывает при тесте мотоциклов на внедорожной резине. Шашка может давать погрешность 3%, но 1200-ки в стоке идут на дорожной резине.
И даже если бы мы захотели сравнить графики мощности с вала, это невозможно, потому что мало кто из производителей график дает. А чтобы на стендах исследовать, нужно сначала снять двигатель с мотоцикла. Мне тут интересно стало, насколько снимаемая с колеса мощность отличается от заявленной производителями. Составил табличку, и у всех мотоциклов, до которых дотянулись руки, показания с колеса ниже на 11-17%, причем вне зависимости от того, кардан или цепь. Так вот, мотоцикл опасный, потому что на нем совсем не чувствуется скорость. Да, это расхожая фраза из пабликов ВКонтакте наравне с «сам кладется в поворот» и «он простой, там нечему ломаться». Это субъективно, но я говорю по сравнению с конкурентами, на которых такой эффект менее выражен. Вы знаете, я стараюсь ездить по правилам. По этой причине не вернусь в класс провоцирующих спортбайков, на которых невозможно ездить медленно. Даже у больших тур-эндуро излишняя мощность не напрягает и можно себя контролировать. Например, КТМ быстрый, но понимаешь, когда он быстрый, V4 нет. V4 единственный тур-эндуро, на котором у меня не получалось ездить с легальной скоростью. Едешь как на диване перед телевизором, не чувствуешь ничего. В поисках эмоций чуть подкручиваешь ручку, но кроме числа на экране ничего не меняется. Я при любой возможности круиз-контроль включал от греха подальше, чтобы не разгоняться от того, что ехать скучно. Впрочем, 200 едешь тоже скучно, драйва и ощущение скорости не появляется. Второй момент. На обычном мотоцикле ровно ручку держишь, потом на спидометр через минуту глядишь, а там плюс 4 км в час. Уже чувствуешь себя гэнгста-однопроцентником. На V4 в той же самой ситуации не плюс 4, а плюс 30 км в час, которые незаметно подкрались. Для Ducati нужно отдельный нештрафуемый порог скорости ввести. А лучше разрешать ездить на V4 с 80 лет, когда терять нечего. Для управления таким мотоциклом нужна огромная выдержка, я его не рекомендую даже опытным молодым. Если уметь сдерживаться, комфорт пилота недосягаемый для конкурентов. Я люблю 1200 класс в основном за то, что на этих мотоциклах в путешествии раза в 2 медленнее устаешь, чем на среднекубатурнике, особенно с пассажиром. По ощущениям, на мультистраде я готов проехать раза в 1,5 больше, чем на конкурентах. Седло, разумеется, великолепное, у меня никаких позывов размяться не было. Что я почувствовал только когда долго поездил, посадка поменялась, стала более расслабленной по сравнению с прошлой версией. У меня ничего не затекло в кои-то веки. Очень даже неплохо теперь ездить в стойке, у 1260 расстояние от подножек до руля было слишком коротким для моего роста. Седло регулируется по высоте на 2 см, это стандартно. Из интересного, есть регулировка седла пассажира на 3 см вперед-назад. Круто, согласитесь. Посадка стала выше на 2 см в самом низком варианте. И не забываем, седло на мультистрадах широкое, со средним ростом мотоцикл будет на грани, высоким – отлично. Защита рук полумягкая, узкая, полностью руки от ветра не закрывает, слегка дует по костяшкам. Для жаркого климата, где основная целевая аудитория, самое то. Защита не жестко зафиксирована, и ее удобно во время езды в жару пониже опускать, чтобы руки обдувало лучше, либо повыше поднимать в холод или дождь. Сильно изменилась подвеска. Во-первых, сейчас не сакс, а марзоки, и трубы вилки аж 50 мм в диаметре. Ачивку на самые толстые трубы в классе Тур-Эндуро внезапно не дает взять китаец Benelli TRK 502, у которого тоже трубы по 50 мм. У всех остальных максимум 48 мм, японцы вообще с трубами по 43 мм. Сейчас будет речь о версии S, как всегда. На базовой ставится обычная подвеска, на версии S полуактивная с фирменной концепцией Ducati Skyhook. Разница в цене между версиями 3000 евро, из-за чего S сразу становится дороже всех конкурентов, а базовая версия совсем простая. На базовой версии даже пульты на руле от 1260 с немного другой логикой управления, галогеновый свет и небольшой экран. Формально эта версия существует, но в реальности никому не нужна, и ее даже попробовать нельзя. Тестовые мотоциклы всегда эски. Так вот, подвеска теперь другая, диапазон работы немного сдвинут в жесткость. Теперь на серпантинах к подвеске ни одного нарекания не имею, в отличие от предыдущих мультистрад. На грунтовках, если раньше мне оптимально подходил режим Hard или даже Hardest, то сейчас мне нравится ехать между Medium и Hard.
Самый мягкий режим подвески неожиданно передавал какие-то резкие небольшие неровности. У 1260 или 950 была большая мягкость. У подвески по-прежнему остается фирменный эффект парения над дорогой. Стыки, трещины глотает шикарно, как и раньше, самое комфортное. Логика работы обновилась. По ощущениям, сейчас электроника больше подстраивает работу подвески на ходу, особенно в автоматическом режиме. Например, в некоторых ситуациях ожидаешь, что подвеска будет раскачиваться, а ничего не происходит, поэтому по привычным признакам отличить самый жесткий режим от самого мягкого сложно, что в том, что в другом режимах мотоцикл стабильный. Если подвести итог, для извилистых дорог мне подвеска V4 нравится гораздо больше, на бездорожье мотоцикл лучше, но все еще не КТМ. А вот просто для езды по разбитому асфальту предыдущие версии давали больше мягкости. Совокупность двигателя, коробки и подвески дает ощущение робота, что не я управляю мотоциклом, а он сам. С других мотоциклов на V4 садишься, как будто с карбюратора пересел на инжектор, надо привыкать. Подвеску довели до ума, теперь вылезла другая проблема – геометрия мотоцикла. Мультистрада по-другому рулится, не как КТМ или КС. Простыми параметрами это не объяснить. Колесная база, угол наклона рулевой колонки, трейл и колеса средние по больнице. У меня есть предположение, что вес по осям распределен неравномерно, а на скорости это нивелируется винглетами. Это бы многое объяснило. Когда руками ворочал на грунтовках или назад сдавал, мотоцикл воспринимался более тяжелым, чем реально весит. Обычно такое проявляется, когда нагрузка не сбалансированная. Был бы поумнее, поставил бы каждое колесо на весы, чтобы не гадать. Возможно, выпустят версию с 17-дюймовым колесом, которая на шпионских снимках всплывает время от времени. Вероятно, это Pikes Peak. И, возможно, там исчезнет этот странный привкус эндуро. Да, одно из значительных изменений V4 теперь с 19-дюймовым передним колесом, причем во всех версиях. Даже есть версия V4S Sport, но тоже с 19 дюймами и теми же подвесками. В опции есть и спецованные диски. Избавились от консольного маятника. В Ducati говорят, что двухсторонний лучше для бездорожья. У мотоцикла чуть увеличенный ход амортизатора и внушительный клиренс 22 см, который является стандартом для тур-эндуро от КТМ. Лично я бы наоборот двигал мультистраду в сторону более спортивного аппарата, но если фабрика собралась побеждать ралли, направление верное. Притворимся, что существуют люди, которым на мультистраде нужен клиренс 22 см. Еще из таких нововведений избавились наконец от поворотников в зеркалах. Причем выпендрились и сделали одни из самых красивых поворотников на мотоциклах. Осталось попытаться занизить центр тяжести до формы под падение заточить. Это самый легкий 1200-й тур-эндуро актуального поколения, поэтому воспринимается он не особо тяжелым, хотя центр тяжести задран по сравнению с новыми КТМ и с ГС. Но вот когда просто катаешь мотоцикл руками, сложнее, чем тигра или жирного гуся, которые заметно тяжелее. С тормозами на V4 такая же история, как на предыдущей модели. Ставятся два разных варианта тормозов. На базовой версии попроще и поменьше, на ней останавливаться не будем. А вот на V4S ставится Brembo Stylema с дисками по 330 мм. На сегодняшний день это эталон, круче из массовых линеек тормозов ничего не существует. И дело тут не в том, хватает или не хватает. Если зажать со всей дури, тормозной путь что с Токико, что со Stylema будет на одном уровне. В чем тогда соль? Во-первых, это довольно легкие тормоза, которые снижают неподрессоренную массу, при этом не теряют жесткости. Во-вторых, суппорта лучше охлаждаются. Это все не очень заметно на тур-эндуро, главная же фишка Stylema в быстрой эффективности. Тут из двух частей состоит у Stylema сейчас новый материал колодок, который обеспечивает на 11% лучший коэффициент трения. Это, мягко говоря, много, потому что и раньше Brembo непростыми были. Вторая часть в Stylema пошли по концепции уменьшения объема гидравлики, сократив до минимума объем жидкости. С одной стороны, момент схватывания происходит быстрее и ход рычага меньше. Конечно, если нормально прокачаны тормоза. Можно спорить о том, что длинный ход дает более плавное торможение, но в реальности Stylema плавно прогнозируемо тормозит, при этом хватает быстрее, чем другие тормоза. Сама машинка великолепная, и буквально одним пальчиком легонько поджимаешь и осаживаешь мотоцикл. Повторюсь еще раз,
Со стайлема мотоцикл не будет быстрее тормозить, это вопрос удобства, предсказуемости и ощущений. У меня чисто физическая аналогия, когда после велосипеда с механическими тормозами я пересел на хорошую гидравлику. До этого я не знал, что можно испытывать удовольствие от самого процесса торможения. Вот со стайлема те же ощущения, чистый кайф. И вот этот аспект, в отличие от кнопок на пультах, уже можно использовать как фактор при выборе мотоцикла, потому что тормозами пользуешься постоянно, и это одна из главных точек, определяющих наслаждение при резкой быстрой езде. Немного слюни разбавлю ложкой дегтя. Как минимум из современного поколения это самый прожорливый тур-эндуро. У мотоцикла бак вырос на 2 литра, чего все равно недостаточно. С официальным расходом не стали лукавить 6,5 литров на 100 километров. Лично у меня на 130 км в час с круиз-контролем расход колеблется в районе 6 литров, в горах 6 с копейками. По итогу официальный запас хода всего 340 км, чего для туристического мотоцикла маловато. Все усугубляется тем, что когда путешествуешь на какой-нибудь 400-ке, ищешь лишний повод остановиться и передохнуть. А мультистрада суперкомфортный мотоцикл, на котором напрягает каждые 250 километров куда-то заезжать. Одна из продающих фишек модели — радар в качестве опции за 900 евро. У меня обе модели были без него, но суть и так понятна. Активный круиз-контроль на мотоцикле — такая себе технология, нужная не очень многим людям, и уж точно не в России. Но Ducati сыграли на опережение и сразу поставили 2 радара. Тот, который стреляет назад, гораздо интереснее. Поправьте меня, если я не прав, это же первый мотоцикл с задним радаром. Работает он в 2 ситуациях и включает светодиоды на зеркалах при опасности. Первая ситуация — контроль транспорта в слепых зонах. По мне, это гораздо важнее, чем активный круиз-контроль. Вторая ситуация — радар сигнализирует, если сзади на вас слишком быстро кто-то едет. Не уверен, что в реальной жизни это кому-то поможет, но безопасности много не бывает. Стандартный круиз-контроль идеальный, провели работу над ошибками. Не дергает при снижении повышения и сейчас четко ставит скорость. С круиз-контролем квикшифтер продолжает работать, можно передачи лапкой переключать. Не на всех мотоциклах такая возможность есть. Максимальная скорость, на которой работает круиз-контроль, 160 км в час. Это единственный мотоцикл, на котором мне вообще захотелось проверить этот параметр. С другой стороны, если вдруг случилось чудо и я оказался на пустом автобане в Германии, 160 км в час маловато для мультистрады. В V4 с пультами и экраном не все так просто. У Ducati на складе завалялся контейнер со старыми кнопками, поэтому в базовой версии ставятся пульты от 1260, и экран ставится маленький с интерфейсом попроще. Немного доработали логику по сравнению со старыми мультистрадами. Сразу отмечу, что экран очень сильно бликует, если попасть на прямой свет где-нибудь на закате. Бывало так, что скорость вообще не читалась. Зато у самого экрана можно регулировать наклон и диапазон углов шире, чем на КТМ. В остальном экран стал гораздо лучше, и не только потому, что он огромный. Во-первых, теперь шикарный тахометр, внутрь которого встроен указатель передачи. Раньше был дизайнерский изыск, передачи показывались справа, обрамленные пластиковой накладкой. Кучу места зря съедало, но могу понять, зачем оно было нужно. Дело в том, что раньше на мультистраде был монохромный экран, а потом цветной, с плохо настроенными акцентами без зонирования. Все данные рисовались черным, и какие-то случайно выбранные элементы помечались акцентным цветом. Сейчас интерфейс рисует не сын бухгалтера, работа с цветом и акцентами лучше. Как пример, нейтральная передача отображается не черным, а зеленым, блоки четко разграничиваются линиями и заливкой фона. Управление на пультах поменяли, сейчас отдельные кнопки на самые важные функции, и это хорошо. Самое удобное на V4S – отдельная кнопка выбора режима езды. Раньше надо было при езде зажимать надолго сектор подтверждения на 3-позиционной качельке, что не совсем удобно, когда разгоряченно едешь и стираешь слайдер на коленке. Ну, дайте пофантазировать. Не глядя, можно было попасть не в ту часть качельки и зажать верхний сектор, например. Сейчас такое исключено. Сделали отдельную кнопку настройки преднатяга. Это тоже удобно, потому что раньше без остановки нельзя было преднатяг изменить.
Например, едешь и понимаешь, что забыл поменять настройки, когда пассажир сел. Остановка на трассе и магистрали запрещена, в итоге пилишь в неоптимальном режиме. Правда, Луиджи из отдела разработки кнопок для левого пульта забыли сказать, что на V4 есть автоматический режим, и мотоцикл сам подстраивает подвеску по весу, поэтому кнопка нужна ровно один раз при покупке мотоцикла – проверить, что стоит режим авто. Разве что можно отдельно настраивать для каждого режима езды высоту и в эндуро, например, во время езды переключаться. Видишь, что пошел участок с крупными камнями, чик, высоту задрал. Но что-то мне подсказывает, что так мультистраду не эксплуатируют. Ключевое же отличие на версии S по сравнению с базовой версией есть отдельный пятипозиционный джойстик. Вернемся к экрану. Мне нравится, что сейчас температура воздуха всегда в углу отображается. Раньше она пролистывалась, если хотел посмотреть расход или что-то еще. И чтобы войти в меню, надо было сбивать настройку отображаемых данных. Сейчас несколько выбранных параметров всегда показываются, и в меню отдельно можно настроить их порядок, чтобы все было рядом. В бюджетной версии 2 параметра, в версиях S 3 любых параметра. Также всегда виден указатель уровня топлива. Например, практически на всех BMW это просто один из параметров, и надо выбирать, что смотреть. На мультистраде можно выбрать, будет там показываться уровень или оставшиеся километры. Еще один неочевидный момент. У Ducati точнее указывается уровень топлива, чем на большинстве мотоциклов. Я об этом говорил в ролике про 1260. Как и раньше, на мультистраде лучше всех реализована смена режимов езды. Есть 4 разных режима, которые как угодно настраиваешь. Все параметры, касающиеся подвески, настроек по высоте седла, электронных помощников, мощности, отдачки ручки газа, все по своему вкусу. В дороге просто переключаешься между этими режимами, которые перекрывают весь диапазон желаемого поведения мотоцикла. Самое главное, теперь можно выводить полноценную карту навигатора на весь экран, пользоваться поиском через экран мотоцикла и так далее. Вот оно, пришло время нормальной навигации, а не полумер. Причем мне нравится именно реализация у Ducati. Скажем, на Africa Twin Apple CarPlay можно прям Google Maps открывать. Одна проблема, в таком режиме весь монитор занимается картой, а на нижнем экране, кроме скорости, ничего толкового нет, поэтому проще телефон отдельно повесить. У Pan America встроена навигация с нареканиями. Есть слухи, что в последних обновлениях есть поддержка Android и Apple CarPlay, но у меня не заработало и не нашел даже роликов, как это все вживую выглядит. Все, в остальных Tour Enduro навигация без карты с стрелочками, об этом можно даже не говорить. Чем же Ducati хорош? Во-первых, у Ducati интерфейс в режиме навигации отличный, карта занимает почти всю площадь экрана, но сверху вся нужная информация есть. Скорость, обороты, передача, температура воздуха, запас топлива, время, заряд на телефоне, режим езды и еще кое-что из ненужного. В общем, я в режиме навигации все время ездил и не чувствовал себя обделенным информацией, как на Хонде. Во-вторых, Ducati не использует собственную навигацию. Сейчас есть совместимость с бесплатным навигатором Sygic. Вообще, для совместимости достаточно, чтобы приложение поддерживало протокол Bosch MySpin. Для пользователя это похоже на тот же Apple CarPlay, только не отдает все управление экраном. Заявляется, что этот протокол поддерживает какое-то малоизвестное приложение Яндекс.Навигатор, только сейчас все равно не работает. Нужно, чтобы Ducati подключили. Если попинать представительство Ducati, может в каком-нибудь обновлении добавят поддержку, ведь для них российский рынок очень важен. Sygic, скорее всего, большинству не знаком, но вообще-то старый и крутой навигатор, использующий в базе карты TomTom, который тоже в России не знаком, но можно хотя бы сказать, что TomTom основной поставщик карт для Apple Maps, Uber и Huawei. А учитывая, что TomTomычу принадлежит Teleatlas, чьи данные также используются Google Maps, можно понять, что с детализацией и актуальностью там порядок. За все поездки Sygic только один раз промахнулся с дорогой, которая оказалась только для местных, в остальном без нареканий. В доинтернетном мезозое я с Sygic пользовался в Индии. У Sygic очень крутая детализация в Азии или Африке, там, где даже Google пасует. В каком-нибудь Афганистане или Иране Sygic работает лучше, чем подавляющее большинство навигаторов. Не то чтобы я думал, что хотя бы одна мультистрада когда-нибудь доберется до Афганистана, но все же. Просто пара фактов из Википедии. Sygic — первый GPS-навигатор для iPhone.
Cedric Track – самое популярное автономное приложение для грузовиков, партнер Amazon и DHL. У Cedric есть несколько классных фишек, которых мне очень не хватает в Гугле для полного счастья. Например, Cedric всегда показывает в зависимости от экрана расстояние до 2-3 первых заправок по пути, но в режиме отображения карты на мотоцикле эта функция на данный момент не реализована. И крутая функция для мотоцикла. Точки при проезде сами сбрасываются, не надо нажимать никаких кнопок. Есть и другие приятные детали, не буду отнимать время. Главное, что нужно знать, это полноценный продвинутый навигатор еще и на русском языке. Будь у меня V4, я бы Cedric использовал как основной в путешествиях. А теперь ложечку дегтя. Работает навигация только при открытом приложении Ducati Connect, нельзя телефон отключить, поэтому в путешествии нужно постоянное питание или яркость экрана закручивать на 0. На баке есть ящик под стандартные размеры смартфонов, скажем, iPhone 11-12 лезет, Pro и Max нет. Там же есть USB розетка. Телефон помещается нормально вместе с проводом, проверял. Проблема с карманом в том, что включенный заряжающийся телефон в кармане у меня при плюс 30 перегревается и начинает тупить. Карта лагает и обновляется в худшем варианте где-нибудь раз в минуту. Переложил телефон в карман куртки, лаги прошли. На своем мотоцикле я бы просто поверх кармана приклеил держатель телефона и решил все проблемы. Вообще навигация в системах на экране мотоцикла немного отличается от привычной телефона из-за использования беспроводного моста. Обновление маршрута происходит раз в секунду-две, поэтому когда кидаешь взгляд на карту, там может быть слегка устаревшее положение. Если телефон горячий, он понижает мощность процессора и передатчиков, задержка между обновлениями возрастает. Я на телефоне в навигацию поглядываю в горах, чтобы прикинуть профиль ближайших поворотов. Здесь можно так посмотреть на карту, ага, пологий поворот направо, тапку в пол, а окажется, что этот поворот был минуту назад. Но если не допускать перегрева, вопросов нет. Зато смотрите, в какой душевный городок забрел из-за лагов. Остальные опции сильно расписывать не буду, все есть, что можно ожидать от флагманского мотоцикла. Подогрев седла, бесключевой доступ, включая бесключевой бензобак, подсветка кнопок, датчики давления колес и прочее. Я смело могу назвать Multistrada V4 лучшим тур-эндуро во многих аспектах. Эталонная ветрозащита и аэродинамика, эталонные тормоза, эталонная навигация, эталонная настройка режимов, эталонный квикшифтер, эталон сбалансированной подвески. Только с одним «но». Ваши потребности должны совпадать с возможностями мотоцикла. Как мотоцикл чисто для города на каждый день? Вряд ли, как минимум потому, что он самый широкий из всех тур-эндуро по защите рук и зеркалам. Шумом вентилятора до греха доведет, да и в пробках на низкооборотистых моторах приятнее. Как гряземес, очевидно, нет, хоть и много чего может, но по-прежнему дорого ронять. Как мотоцикл для фана? Нет, он не развлекает, в отличие от КТМ, безэмоциональный. Будете пытаться из него эмоции выдавить, разобьетесь в первый же день. Как я вижу Multistrada V4? Это все-таки мотоцикл для путешествий, для людей, которые одновременно ценят скорость, управляемость и комфорт. Самый комфортный мотоцикл из тех, которые всеядны к любым дорогам. Если вы при этом фанат хай-тека, а не старого доброго железа, +1 к выбору Ducati. Дальше будут обзоры на оставшихся слонов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.